Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Меня зовут Яна, я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного. Сегодня мы с вами вновь познакомимся поближе, и я расскажу вам мою очень эпичную историю о том, как я добиралась до Москвы из Финляндии. Это будет очень интересно, смешно. Давайте начинать. Однако, прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео. Вы найдете новые фразы, слова с примерами в этом PDF-документе. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, вам нужно заполнить короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. А мы начинаем, потому что эта история действительно очень нелепая и смешная. Но так бывает. Не буду томить, давайте начинать. Я должна была поехать в Москву на автобусе из Таллина. У меня был куплен билет на 6 часов утра на воскресенье. Соответственно, в субботу я с мужем, мы отправились в Таллин на пароме. Когда мы прибыли в Таллин, конечно же, мы захотели провести время в городе, погулять, насладиться прекрасной погодой, атмосферой и просто отдохнуть после рабочей недели. Мы так и сделали. Мы сходили в ресторан, пообедали, прогулялись по красивым узким улицам старого города, насладились красивой, просто потрясающей архитектурой Таллина. И примерно к 10 часам вечера решили, что пора уже ехать в квартиру. Небольшая предыстория: у моего мужа есть квартира в Таллине, и, соответственно, когда мы туда приезжаем, мы остаемся там переночевать, либо когда мы приезжаем, например, на несколько дней, тоже можем остаться в этой квартире. И мы взяли ключи, конечно же, от квартиры заранее. Подъезжаем мы к квартире, и что вы думаете? Тут начинается самое интересное и самое странное, мистическое. Мы пытаемся открыть дверь, но она не открывается. Дверь в подъезде. Она не открывается. Мы удивились, подумали, возможно, кто-то поменял ключи от двери, кто знает. Позвонили родителям мужа. Как оказалось, никто ключи не менял, никто не менял замки. Мы в итоге зашли в подъезд с помощью соседки, спасибо ей, которая открыла нам дверь. Когда мы подошли к квартире, начали открывать дверь, именно в тот момент мы поняли, что что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли не те ключи. Мы взяли не те ключи. Это были ключи от квартиры в Москве. Идеально. Как оказалось, мы не смогли открыть дверь. Время 10:30 ночи, можно так уже сказать, даже не вечера, ночи. Мы в подъезде. Завтра, в воскресенье, в 6 часов утра мне нужно было уже выезжать в Россию, в Санкт-Петербург или в Питер. И мы сидим в подъезде и не можем попасть в квартиру, и не попадем. Мы начали искать какие-то отели, возможно, апартаменты, квартиры, чтобы арендовать их на
одну ночь. Нам нужно было переночевать буквально несколько часов, может быть, 6 часов. И мы начинаем искать жилье на букинге, на Airbnb. И, видимо, это был очень горячий сезон в Таллине, потому что остались отели, которые стоили 300 евро, 400 евро за одну ночь, при том, что нам нужно было остановиться там только на 5-6 часов. Конечно, это были заоблачные цены на тот момент. Заоблачные цены, очень высокие цены, заоблачные, прям выше облаков. И вы не поверите, мы уже думали, что мы останемся ночевать в подъезде, на лестнице, но, к счастью, к огромному счастью, подруга моей свекрови, подруга моей свекрови смогла принять нас у себя дома и предложила нам переночевать у нее. Благо, она находилась недалеко от дома, точнее, от подъезда, в котором мы находились. Мы заказали такси и приехали к подруге свекрови. Мы зашли в ее квартиру примерно в 11 часов ночи. Это, конечно же, очень поздно. Она уже собиралась отходить ко сну, мы можем сказать, она собиралась идти спать или отходить ко сну. Но она приняла нас с распростертыми объятиями, очень, я считаю, что очень гостеприимно. Если мы говорим о такой ситуации, то это было действительно очень гостеприимно и очень мило с ее стороны. Мы ей безмерно благодарны, очень благодарны, безмерно, это нельзя измерить. И, соответственно, мы пошли в душ, приняли душ и легли спать. На следующее утро нам нужно было просыпаться в 4 часа утра для того, чтобы собраться и вовремя приехать на автобусную станцию в Таллине. Мы встали в 4 утра, очень-очень тихо, мы даже не успели, точнее не то, что мы не успели, мы не смогли почистить зубы, потому что не хотели будить подругу моей свекрови. Соответственно, мы очень-очень тихо собрались и ушли, чтобы почистить зубы на улице. Да, такое тоже бывает. Я с вами абсолютно честна и рассказываю, как есть. Это жизнь, и ситуации бывают разные. Если вдруг с вами случалось что-то подобное, делитесь в комментариях. Если вы осмелитесь, да, вы очень смелые, осмелитесь поделиться такими историями. У меня их много в копилке воспоминаний. К счастью, мы добрались до автобусной станции вовремя, мы даже приехали заранее. И когда приехал автобус, я выдохнула и была очень рада, что мы успели. Я понимала, что уже точно я приеду в Питер. Я добралась до эстонско-русской границы достаточно быстро на автобусе. Если честно, я даже не заметила, потому что всю дорогу я спала и видела 10-й сон. Но когда мы приехали на границу, то я встала в огромнейшую очередь. Если честно, я не ожидала, что будет такой ажиотаж на границе. Ажиотаж, то есть было очень-очень много людей. Длиннющая очередь. Длиннющая, значит, очень длинная очередь. Я не была к этому готова, ни морально, ни физически, но что поделать, я хотела приехать в Россию и увидеть
своих близких. Когда я стояла в очереди, я видела разные ситуации, которые происходили в то время как все мы стояли в очереди. Некоторые люди пытались манипулировать достаточно уже взрослыми детьми. Была ситуация, как одна женщина засунула соску своей дочери в рот, а дочке было, мне кажется, лет 6-7, потому что она уже ходила в 1 класс. Они стояли не так далеко и обсуждали школу, обсуждали одноклассников. Эта женщина подошла к таможеннику и сказала, что ребенок капризничает, пожалуйста, пропустите нас без очереди, ребенку 2 года. Но ребенку на самом деле было лет 6-7. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Каждый реагирует в таких вот долгих, длинных очередях по-разному. И я не знаю, возможно, у них были какие-то веские причины. Веские причины значит серьезные причины просить таможенников пропустить их без очереди. Не знаю. Кроме того, были какие-то странные мужчины, которые бегали и постоянно пытались пройти без очереди, подходили ко мне несколько раз и говорили: девушка, я занимал очередь за вами. Я такого не помню. Я этого человека видела впервые. Никогда не видела. И таких ситуаций было очень много. Но что мне понравилось в очереди, конечно, я думаю, мало кто любит стоять в очередях, но в этом был какой-то свой шарм, что-то прекрасное. Когда я стояла в очереди, я встретила много интересных, разных людей, которые жили и живут в различных уголках мира. Мы общались, мы разговаривали, мы делились своим опытом. Это было потрясающе. И все-таки я считаю, что везде, в любой ситуации нужно искать позитивные стороны и искать что-то хорошее. Оно всегда найдется, если мы хотим это увидеть. Ну что, ребята, я прошла границу за 5 часов. В принципе, это не так уж и плохо. И отправилась в Питер. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Я вас обнимаю и увидимся в следующем видео. Пока-пока!